Здравствуйте, уважаемые зрители, с вами Прагматик, и хотелось бы поделиться о новом телевизоре Dell. Выглядит он вот так вот, коробка D65 DM54UANS на андроиде. Так, торец, вот тут на торце еще информация может быть полезна. Поддерживаем форматы. Так, производитель. Так, сразу хотелось бы ознакомить вас с пультом. Пульт обычный, длина где-то 122, по-моему, сантиметра. Ширина 4,5. Вот. Кнопки здесь крупные, удобные. Все это расположено на правильных местах. Каждая кнопка, что характерно, имеет четкость нажатия, как на компьютерной мыши, например. И сопровождается вот светодиодом синим. То есть можно контролировать, вообще пульт мертвый или нет. Так, дальше. Вот тут вот еще вот он такого формата. То есть он треугольный. Тут не видно. То есть, ну, в принципе, неплохо сидит в руке. Батарейки расположены вот так. Здесь вот имеется отверстие для того, чтобы и шел в комплекте шурупчик для того, чтобы в публичных местах возможно закрутить и чтобы батарейки никто не вытаскивал. Вот такое вот интересное решение. Телевизор сам выглядит вот так. Ножки стандартные. Включается он. При первом включении, конечно, там настройки, эмблема Dell, надпись Dell и на фиолетовом фоне. Так, это включаем. Включается очень быстро. То есть такое ощущение, как будто он постоянно... Сейчас звук отключим пока. Яркости. Так, поставим на паузу. Изображение почему-то телефон искажает. На самом деле все это выполнено в серых цветах, в серых тонах. Это серые фона. Вот изображение. Открываем. То есть вот видно, что яркость еще на 50%. Подсветка максимально была выкручена по умолчанию. Есть проблемы. Вот сразу видим, да, вот что вот эти вот буквы, да, они плывут. Вот, лицо, оно нечеткое. Лицо нечеткое. Вот когда близко, еще более-менее, да. Давайте поиграем по другим каналам. Вот, буквы вот эти вот четкие наверху. Вот, видно изображение. Так, приблизим камеру. Это идет телевещание обычное. То есть приблизим камеру и посмотрим. То есть видно, что плывут. Плывет все это. Так, ну что-то можно тут вот статично это. То есть это все расплывается. На самом деле вот это вот тут передает, не передает. Вот это вот, например, вокруг буквы ореолы. Плывун, так сказать. Вот на этом кадре видно. Ну, короче, вот Матвиенко. Видно буквы, да, какие? То есть вообще ни о чем. Так, дальше смотрим. Ну, допустим, плохой канал, да? Ну, так не бывает же, что они все плохие. Вот эти буквы четкие. Вот, да? Вообще, это потому что компьютер выводит эти шрифты, да?
шрифты замыленные вокруг. Вон ореолы. Ну, человек с нормальным зрением это недопустимо, конечно. Ну вот он матч, да, идет по Матч ТВ. И что мы смотрим? Мяч еле видно там. Ну, что это такое? Лица вообще не видно. Так, дальше едем. ТВ. Вот кадры. Вот. Вот это тоже расплывается все. Отображение, немножко шрифта обрезается почему-то. Вот странно, да? Вот смотрим еще. Почему-то обрезается. Вот лица, да? Лица. Очень плохо видно. Чуть подальше лицо уже не видно. Вот женщина там стоит. То есть непонятно, кто, что это такое, да? Вот поближе я поднес. Ладно, может она не профессиональная съемка. Давайте дальше едем. 5-й канал. Тут реклама. Ну вот, пожалуйста. Вот эти вот мелкие. Вот реклама, да? Все в ореолах. Орден. Тоже вон плывун везде. Видно, да? Вот когда меняется картинка. Так, ставим на паузу. Смотрим 5-й канал. Ну, изображение тут издали-то оно кажется хорошо. Ну вот смотрим, вот сериал как-то один против всех. Вот крупно, да, чтобы передача. Вот красный значок и вот этот шрифт, он весь плывет. Это вот сейчас вот я вижу на смартфоне, контролирую запись. Вот такое вот говно. Вот такая вот плывун. Ну вот вроде здесь вот кажется более-менее, да, когда крупные лица. Волоски видно, да, вот. Ну, как бы посредственное качество. Дальше видим. Россия, культура. Тут уже вот сфокусировался. Здесь неплохо показывает. Но опять же вот по волосам смотрим. Мыльная борода, мыльные волосы. Вот Россия 24. 7-й канал. Вот. Видно. Опять же сейчас вот лицо. Это нормальное лицо. Все замыленное. Вот, кстати, шрифты тоже так же. Вот 0,40. Это по факту так вот. А одна цифра тут ярче, другая шестерка ярче, двойка тише. Как бы, ну, что такое? Вот Алроса тоже. Все, плывун. Ну, то есть это, я думаю, что все-таки телевизору надо приплюсовать такую ерунду-то, а не каким-то там антенне или чему-то там еще. Вот крупный показ. Вот, волос вообще не видно с такого расстояния. Ну, карусель тут, мультики-то они крупно показывают. На компьютере это как бы особо-то не различишь. Вот это, кстати, в ореолах все было, ихняя эмблема. Ну, тут тоже вот, если вот так посмотреть, видно, что полное фуфло. Ну, тут старые съемки пока непонятно. Издалека вроде смотрится нормально.
Но человека с хорошим зрением, вот где-то метр с двух, с трех уже видно, что тут все это ерунда. Вот эти слова вообще не видно. Вот что там написано. Вот это вот чуть подальше и все, и поплывун. Так, ну дальше у меня тут кабель плохой, качество, поэтому качество оно было, система настроила, но вот сейчас вот просто ухудшилось немножко, и оно не воспринимает. Выглядит это вот так. Чтобы в меню попасть, нажимаем меню, валимся в меню. Так, здесь что можно? Хотелось бы еще добавить от слов. Претензий нету к яркости, к контрастности. Если выключить свет, ну я же не буду тут делать, просто камера может не передать такой эффект. Если выключить свет, то получается, что темные вот эти вот зоны, они, я бы не сказал, что они бликуют. Нет. То есть можно его рекомендовано можно и смотреть в темноте. Вот. Как как телевизор себя ведет в яркой комнате, это сложно сказать. Потому что у нас тут северная сторона, и солнце сюда не попадает. Хотелось бы еще немножко по яркости. Как я определяю яркость? Я взял смартфон. Так, резкость. Скачал вот такое приложение. Называется LuxMeter. Он работает с камерой. Вот он показывает яркость в люксах. На оранжевом фоне не очень видно. Подносим его, камеру, вот видно 630 люкс. Подносим его, ну, например, вот на белый фон направляем камеру и ставим вплотную, да, вот. 1927, в общем-то довольно-таки неплохо, 1800, ну вот можно подвинуть на красном, видно, да, что сразу падает, а вот на белом фоне довольно-таки высокая яркость, ну почти чуть не до 2 доходит, то есть это как показатель, потому что вот эти ниты, нестандартные ниты, они, в чем это непонятно. Яркость вообще-то в канделах, насколько я знаю. Но это люкс освещенность. Ну просто там нету бесплатных таких вот программ. Здесь может быть меньше, потому что здесь уже вот голубые какие-то полосы идут. Вот, надо выбирать любой белый фон. Так что, я думаю, в этом плане нормально все. Хотел бы немного добавить информацию об устройстве. Открываем устройство и будем приятно удивлены, что на конец 2022 года система идет на системе Android 11. Вот написано вот здесь вот. Версия ядра и система Android 11. То есть я ничего не обновлял еще, к интернету не подключал. То есть это все по умолчанию. И еще одно. Чуть позже покажу по портам. По портам немного отличается. Вот, кстати, вот сборка еще какая-то, если кому интересно. Так, вот так выглядит табличка. Хотелось бы еще пробежаться по портам. Значит, в основных версиях гуляют версии по интернете, информации мало. То есть порта здесь отличаются в этой, видимо, уже модифицированной версии. То есть, вот видно, горит, что это SPDIF, LAN для подключения компьютерного порта. Вот это LNB, тут куча каких-то 13 вольт, что-то там, не знаешь. Вот, что-то как-то я еще не читал в инструкции, значит,
Ну, наушники и вот HDMI 3, в который воткнута приставка. Сейчас объясню почему. Идут, значит, порта с этой стороны антенны, вот, которые воткнуты. Дальше идет два порта HDMI и два порта USB. Они, по-моему, по 0,5 вольт все. То есть USB так оставили, а HDMI сократили. И тюльпаны вот здесь также убрали. Тюльпаны были. И вот еще для коммуникационный порт, как в компьютере, PCI-Express, по-моему, для карточек памяти вставления, для использования платных каналов. Если долго оставаться в меню, то, которое было, там Netflix и так далее, вот это все, то есть через какое-то время выплывают заставки разные. В данном случае вот такой вот закат, ну тоже качество картинки, вот можно посмотреть, да, вот. Тут идут уже артефакты. Получается низкое качество картинки. То есть могли бы здесь идеально сделать. Ничего у них не получилось. Видимо, вот цифры идеальные, потому что это компьютер выдает. А вот эта заставка, ну вот, видно, да, что как бы и вода мыльная и так далее. И вот облака тоже. То есть не на высшем уровне. Выбираем HDMI 3, к которому подключена приставка. И включаем приставку. То есть антенный кабель убираем от телевизора и включаем на приставку. Приставка вот такая. Вот, то есть телевизор вот старый Элленберг 22 диагонали. И приставка. Приставка элитная World Vision T62D. Ну, тут немножко радиатор поставили. Еще до меня так было, видимо, она погревалась. Но, в общем-то, сейчас сами все увидите. Те же 10 каналов. И посмотрим, как она выводит изображение на экран. Малахов. Вот здесь вот буквы, но они получается, идут елочкой, но не размыленные, как там. Вот, пожалуйста. Ну, смотрим, Россия-1 значок также. То есть они как-то вот все-таки тут. То есть и издалека кажется, с нескольких метров, что оно вроде нормально. Ну вот, опять же, смотрим по волосам, да? Ну, вот это вот мыльное, да, изображение. Так, дальше. Ну, по матчу очень хорошо. Всякий футбол, посмотрим буквы. Вот фон меняется. По кромкам можно очень. Ну вот, тут вот немножко буквы. Вот, пожалуйста. Лесенка видно, да, но плывуна нету такого. Траву видно. Вот в данном случае только она начинает заплываться. Давайте вот по пятому вот эти вот буквы смотрим, да? Ну, вот сбоку, не знаю.
То есть она смотрится намного бодрее. Типа четче. Так, 6-е Россия. Да, есть, конечно, немножко бахрома, но это не ореолы. Ну вот, качество. Ну, вот, более-менее четкое лицо видно, прорисовано, чуть не идеально. То есть вот с такого расстояния приятно смотреть. Вот. Да, ну давайте по буквам поиграем тут немножко. То есть вот это нижний шрифт немножко, да, вот все, вот это вот все. Видно, что немножко оно, ну, более-менее, вот, как бы, не знаю, как тут сбоку показать, что ли это все. Вот, и буква Ё, вот эти точки над Ё уже видно, что, конечно. Так, вот, тут вот тоже немножко правозащитники тоже. Вот каналы, я так понимаю, что не очень четкий, конечно. Вот здесь волос вообще не видно. Тут видно, вот, конечно. Но чуть подальше. Здесь еще вот неплохо. ТВЦ неплохо. Вообще отлично. То есть как будто Full HD. Ну и все тут повтор. Вот еще вернулся к России 1, смотрим на студию. Здесь вот более-менее как бы это в студиях очень как бы ну, качественный канал, там можно рассмотреть лица в ближнем, в дальнем ракурсе и то есть сделать какие-то выводы. Ну, вот здесь вот. Намного лучше, чем, короче, можете отмотать видео, посмотреть там. И как бы, то есть туда-сюда посмотреть там, как лучше. Те кадры или эти кадры. Хотел еще, значит, подчеркнуть по качеству канала. Ну вот из главного меню, допустим, мы выбираем первый канал. Да, смотрим. Вот так, это значит показывает именно сам телевизор, то есть антенный кабель вставлен в телевизор. Вот более-менее, да, вот. Так, и теперь в меню вваливаемся, вот так вот, и опять нажимаем на первый, то есть как миниатюра, и смотрим, что нам покажет первый канал. И вот смотрим, сейчас вот лица, обращаем внимание, да. Сейчас вот эти вот мелко, да, видно, да, они страшные, вот покрупнее еще более-менее. То есть прорисовка никакая. Вместо волос здесь полное мыло. Вот смотрим на волосы, да. Вот, лица, вот там, кто сидит сзади, да, там вообще не видно.
Вот эти вот лица, они страшные. Вот. То есть оно полутени вот эти вот. Вот это вот еще нормально, да? Сейчас посмотрим другие лица. Ну вот, например, да? Вот лицо. Что это такое? Ну, сейчас покрупнее. Ну, так, Россия-1, например, да? Да неважно какой. То есть миниатюры, они вообще страшно выглядят. Реклама. Сейчас на паузу. Вот. Смотрим. Вот это лицо вообще не видно, все заплывает. То есть вообще неестественное изображение. Чуть поменьше, если будет показ. Не знаю, тут камера не передает, но вот по факту, вот или сверху как-то посмотреть, в принципе, не важно. Вот. Нормальное лицо. То есть это эскизы, это вообще мука. То есть о чем это говорит? Это говорит ни о чем хорошем. Вот. Ну и чего? Вместо волос смотрим, да? Просто непонятно чего. Вот такой вот тюнер здесь. Ну вот, пожалуйста. Близко, да? Вот это вот вверху, а это вообще, это просто не волосы, а как бы эти полосы. Полосы и все. Никакой прорисовки. Вот это что-то. Так, ну и вот передать-то это все. Вот. Лицо. Вообще мыло. Ну не знаю. Вот такая вот. Так, а в натуре, если смотреть это все. В натуре тут немножко получше он обрабатывает. Вот так. Ну, хотя тоже ни лица, ничего нету. Просто ни о чем. Чувство глубокого разочарования. Хотел еще два слова сказать по включению. То есть, ну, когда он светится, все нормально, телевизор работает. Когда выключаем, как узнать, он подключен вообще, свет есть, нет? Что он, может быть, он в режиме ожидания. А вот только вот по этому красному фонарю можно узнать, вон видно, да? На самом нижнем углу, да? Но стоит, если телевизор стоит низко, я сначала не нашел, где ориентироваться, оно вот так скрывается и все, и как будто и больше ничего нигде. Поэтому, чтобы этого не было, можно, конечно, как лайфхак, зеркальце какое-то положить, чтобы бликовало. Потому что когда он включается, вот он включен, да? Там все это гаснет. Ну вот так вот. И можно еще сказать об установке. Вот установочные всякие, как ножки устанавливать. Так, цену видите, да? Здесь у нас идет гарантийная книжка, куча гарантийных, значит, точек по России, то есть все на русском языке. Там, по-моему, она не на одном языке даже. Вот. Это вот инструкция тоже на русском языке, она немножко чуть-чуть отличается от та, которая на английском. Ну, там буквально чем-то, не помню, мелочью какой-то. Так-то все параметры вот здесь есть. Немножко о параметрах. Значит, на какие обратить внимание, тут их много очень. Я, наверное, может быть, отсканирую это все на английском и выложу и на русском, чтобы можно было сравнить. То есть это вот уже более, как бы, на 11-м андроиде уже версия, поэтому, может, что-то там и отличается. То есть пропускная способность там есть по HDMI кабелю. То есть там 4К вы не продернете это разрешение. То есть это надо HDMI 2.1, по-моему. То есть это телевизор не для геймеров никаких, не для каких-то там чего-то там
Это чисто просто для просмотра, а может быть и для дома престарелых. Потому что качество такое, что, вот, во-первых. Потом, во-вторых, там, значит, все звуки, H265 современный, это все поддерживает. Звук DTS, все эти Dolby, это все поддерживает. То есть, скачав ролик, я к чему это, скачав какой-то фильм с торрента, скорее всего, он у вас пойдет. То есть надо, прежде чем скачивать, на всякий случай уточнить, посмотреть в паспорт, какие поддерживает, и посмотреть характеристики файла, который вы скачиваете. Например, на приставке, вот на той же вот, у меня был случай, что на компьютере там все идет, то есть там K-Lite кодек пак устанавливать, и там все форматы идут. Но H265, он еще когда только начал появляться, он у меня не шел. То есть для компьютера тоже как бы немножко, видимо, запоздали эти кодеки. И он шел, но он тормозил. Поэтому, фильма в другом H264, например, формате там не было, какой-то фильм такой. Вот, только в том. Не хочешь, не смотри, вот так вот, может такое случиться. Сейчас уже, я думаю, все подтянулось к этому. Так, и еще там какая-то фишка была. То есть разрешение, вот здесь вот разрешение. То есть все это очень мелко, это надо читать под лупой. DVI. DVI тоже разрешение какое-то там, во-первых, частота 240 Гц вы не передадите там. То есть это так, как бы, есть ограничения. То есть надо ознакомиться с паспортом. Вот это вот меня смущает. Интересная штука, очень интересная. То есть в одной инструкции с одним телевизором, вернее, шли две наклейки. Вот эта левая, она более правдоподобная, да? Может, это та, когда работает вот эта функция. Может быть, она в этом плане G. Тут странно, тут G, тут E, тут A. Аллах это поймет. Короче, это просто вот такая информационная табличка, а вот это уже наклейка. Вот тут уже желтую отодрать надо, она двойная. И это. То есть там продавался Hyundai. На этот телевизор не было наклейки. Я брал это в ДНС. Вот. На Hyundai там не было наклейки. Вернее, на Deo. На Hyundai была наклейка такая с буквой А. И мне что-то странно показалось. Странно то, что думаю, как это, вроде бы по одинаковой цене телевизора, вроде бы друг от друга недалеко лежали, а там дико энергоэффективная, а тут нет. Да нет. На самом деле вот тут и как бы вот она тоже. Заметим, что вот эти вот буковки тут все одинаковые. Я не знаю, что это такое. Ну и гарантийники, какие-то лицензии тут и все, в общем-то. Больше ничего не интересного. Ну и хотелось бы, поскольку мы вот сидим здесь перед монитором, неважно какой монитор, они все в принципе одинаковые эти вот. В данном случае Samsung, там был Acer у меня, Bang неплохие тоже. Еще там какие-то LG, там, то есть яркость у всех разных мониторов, да, то есть они какие-то севшие мне доставались, это я не покупал, это как бы, не буду говорить, просто доставались они, вот в данном случае Samsung. Вот мне нравятся именно такие дисплеи, да, почему? Потому что вот они матовые, то есть вот я вижу вот бумаги, да, лежат тут, вот рука, да, грубо говоря, чуть отойдешь уже, то есть бликов нету, то есть вот какие-то светлые вот отражения, вот у меня голубая рубашка там видно, да, все, на этом ограничение в отражении, а там вы видите комнату. То есть при ярком солнце, если куда-то там падает, нужно как-то затенять. Здесь можно даже на улице работать при этом, и все будет. Но сейчас больших мониторов еще делают, а телевизоры вообще таких не делают. Да, пишут, есть такой был, можете пробить телевизор, сейчас скажу. Тоже есть такая фирма, была хорошая, магнитолы делают, Blumpunkt. Вот телевизор Blumpunkt, пожалуй, единственный, если сортировку в каких-то электронных каталогах, там интернет-каталогах крупных магазинов или каких-то там точек сделать, то есть там такая сортировка по матовый или глянцевый экран. Вот матовый вы ставите,
а в итоге видеоролик там кто-то разместил на просторах интернета, и вы понимаете, что это все лажа. Вот как вот этот, матовых нету сейчас. Нету. Вот данный телевизор Deo, он скажем так, он не глянцевый, то есть не как стекло отражение, а полуматовый. Это вот реально еще когда. Но вот с таким монитором я бы взял с руками и даже, ну то есть, вот именно такой монитор нужен. Если бы там была яркость, это было бы вообще чудесно. Имею в виду телевизор большого диаметра, больших размеров. Вот так. Ну и в конце концов хотелось бы сказать, вернее, может какие-то советы дать. Понятно, что не профессиональный, да, технический специалист я, но в телевизорах я не очень-то. Поэтому рекомендую ли я этот телевизор? Нет, не рекомендую. Да, а сразу напрашивается вопрос, а какой рекомендую телевизор? А вот тут стоит подумать. То есть, на мой взгляд, на сегодняшний день, ну, Philips там, какие-то мировые бренды, да, вот на них ориентировались. Philips это купили китайцы, они завалены там изображение, крутят один и тот же ролик с девушкой, как она ходит там где-то по городу, и как будто ты надел вуаль, ну я не надевал, конечно, вуаль, но как через тюль вроде смотришь, вот такое вот тусклое изображение. Поэтому они как продавались, так и будут продаваться. Вот. Дальше идет. Ну, на мой взгляд, все-таки Sony, он как остается лидером, так и остается. Правда, оценки у него там соответствующие. Ну и LG, Samsung. Вот это, ну, как бы крупные лидеры, да, которые уже давно зарекомендовавшие себя, да. Да, у них есть, у Samsung, например, да, есть модели смартфонов отличные, а есть полное фуфло. Также и телевизоры, возможно, да. Я просто не перебирал их, эти телевизоры. Вот. В данном случае я снимаю на камеру через Samsung, это вот удачный смартфон, и камера, и то есть видео здесь вот отлично пишет. То есть, ну, именно по камере, если рассмотреть, да. Также и телевизоры, то есть, значит, ну у них там, у Samsung, например, у них болезнь, у них пульты без цифровых кнопок. Это вот меня бесит. Это для меня это неприемлемо. Поэтому я отказывался. Нет, можно, конечно, пульт взять старые где-то купить, они подойдут, как мне объяснили в магазине. Это как, ну кому хочется, вот супер телевизор, но не хочется такой пульт, да, ну и как вариант. Но это надо тоже изгаляться как-то, что-то, ну это ненормально. Вот, у них, конечно, яркий вот это QLED или Neo QLED даже, вот мне нравился, да. Вот, это вот просто яркость, такая сочность, краски, четкости. Там они ролики соответствующие крутят в крупных магазинах. Это просто LG, ну, тут на любителя. Sony, значит, да, может изображение чуть хуже, но зато Sony это, то есть оно там вообще как бы это гарантированно, скажем так, что они не продают просто фуфло. Они за 30 тысяч или там за 20, у них нет таких, имеется в виду, больших. У них идут от, не знаю, то есть смысл такой, вы можете купить, конечно, любой телевизор, но ориентироваться, например, ценовую категорию нужно той диагонали, примерно от которой идут лидеры делают, да, то есть если, например, 65-й, ну, не знаю, LG, например, делает от, например, не знаю, условно там 80 тысяч, да, то значит надо телевизор какой-то другой хотя бы, да, но искать от этой суммы. То есть это какая-то, не знаю, какая-то планка, что ли, я не знаю, как еще выводы сделать, какие. То есть нормальные фирмы, они фуфло не делают. А вот эти все вот с каждым днем все по одной фирме телевизионной добавляется. Вот, причем и они как бы, как это во всей этой каше ориентируются, они все добавляется, то есть все новые, а Deo, это уже я уже давно не Deo, оказывается. Это она распалась на мелкие куски там, вот. Там так вот я вроде почитал по интернету.
Ну и машины, я не знаю, там сейчас делаются, не делаются. Может быть, еще машины делаются, конечно, крупные эти машины, самосвалы, бетономешалки, вот эти вот такие вот. Да, там есть у них какая-то линейка, но это не та корпорация. Имеется в виду Daewoo Electronics, это немножко не то. Так что вот так. Телевизор все-таки забрали, одобрили на возврат, но не сразу. Позвонил я в центральный офис по бесплатному телефону. Соединили с тем сервисом, который относится к нашему региону. Там девушка сказала, что узнала причину, ну, начала как бы не то что упираться, но как бы недопонимание выражать. Дескать, может быть, у меня сигнал плохой. У тебя, скорее всего, наверное, говорит, сигнал плохой. Ну, я ей объяснил, что я проверял другим устройством. Ну, ладно, говорит, все равно, значит, все объяснила. И попросил я, чтобы вывезли телевизор. Почему? Потому что машины нет. Вот. А вообще-то его рекомендуется увозить самому в нашем городе. Хорошо. В течение 3 дней позвонят, сказал. И договориться о дате. Ну, 3 дня прошло, никаких звонков. Вот. Это, конечно, минус. Но обратился опять в магазин, в котором брал, дабы он недалеко. Там любезно паренек спросил, где же телевизор. Я говорю, там туда-сюда. Вот, причина какая. Причину тоже назвал. Я также попросил, чтобы все-таки забрали. Может быть, я говорю, давайте лучше вам заплатим, чем самому переть и так далее. Ладно, ничего не сказал. Оформил заявку на возврат, заказ на ряд и выдал на руки. В тот же день позвонил водитель и любезно забрал товар. Ну, я ему помог вынести. С одной стороны, просто он большой и неудобно тащить там. Вот. Дабы не высоко у нас. Все, там заявка в работу пошла уже, потом вижу чуть позже СМС подоспели. Позвонили там через какое-то время с Приморского края, телефон определился. Посмотрели его в сервисе. Вот. Хотя в сервис в нашем городе отвезли. По-моему, на следующий день. Или даже через день. Ну, неважно. Позвонили, сказали, да, как бы есть такая, вроде бы согласна они с неисправностью с такой. То есть и менять, наверное, не посоветовали на эту же модель. Почему? Потому что, скорее всего, это повторится. Такое вот мыло. Остальные функции я не проверял. Я просто пошел по тому пути, которые функции прием телепередач используется именно. Вот. Хорошо, и потом через день уже прислали одобрение, что замена разрешена, и номер одобрения по СМС. Вот с этим номером я подошел, ну и с теми документами, которые были на руках, они, в общем-то, мне уже не нужны, чеком, товарным чеком и так далее. Магазин тот же, и там сделали возврат. Также карту приложил, и на нее в течение 5 дней пообещали возврат. Ну, в течение, получается, 2 дней уже деньги вернулись. Карта была ВТБшная, МИР, кому-то интересно. Так, ну что можно порекомендовать? Порекомендовать, вот если кто-то берет, все-таки не заказывать, а все-таки в тот магазин ехать, где как бы все-таки вы приобретаете. Так намного проще, как бы с глазу на глаз разговаривать, вообще как бы вести диалоги. А вот эти вот какие-то вот там вот насадили каких-то, во всех, в общем-то, и в банках то же самое, насадили каких-то,
скажем так, некомпетентных операторов или не желающих работать, не знаю. Вот. И получается, что как бы в банках это отдельная песня. Это проще, лучше вообще не звонить. Ну, также может быть и здесь. Но здесь, в общем-то, как-то вроде получше. То есть не стали упираться, ну и хорошо. Вот, то, что все вернули, как бы, ну вот, как бы вот так. Это такой вот опыт.